Итак, это последняя часть прохождения сюжета в Дождевике. Для тех, кто не смотрел предыдущие серии, вкратце объясню, в чем суть. Мне нельзя использовать любую броню, кроме Дождевика. Сборку можно любую, а оружие только сюжетное. То, что было в предыдущих сериях, лишь разминка перед тем, что будет сейчас. В прошлый раз я закончил с квестом нападения на ГЭС, где убил мини-босса и вернулся домой. Этот квест уже был проблематичен, так как NPC очень быстро меня убивали, а снайперы ваншотали. Поэтому, как только я вернулся, решил переделать сборку. Обязательно нужно было взять многогранник, после чего я взял радиатор, браслет и ёршик. Так как предполагаю, что ничего другого с хозяином зоны мне не поможет, а скорость как раз будет нужна. После чего была просто куча квестов, приди туда, поговори с тем-то и так далее. В общем, куча диалогов, которые я просто скипал. Но вот наступило время для второго замеса, где боссом должен был быть палач. Конечно, не обошлось без тонны смертей. Но в итоге, разузнав таким опытом места, где есть все NPC, я по одному начал их зачищать. Очень сильно мне, кстати, мешали союзники. Во-первых, они бесполезные и почти никогда не стрелялись с врагами. Во-вторых, они только мешали, а вражеские NPC стреляли сквозь них, так что даже танчить они не способны. Зачистив первую пачку врагов, к счастью, появилась контрольная точка, поэтому дальше было легче. Ну и что ты стал? На команды не реагирует. Крутой. Я так же, как и первый раз, путем смертей выяснил, где стоит каждый моб и снайпер, после чего их по одному ликвидировал. И как же я был рад, что взял многогран, а то снайперы меня так бы и ваншотали. Далее было самое время встретиться с палачом. Первые несколько попыток я просто умирал, но дальше нашел легчайший способ его обузить. Дело в том, что он не идет через кисель, поэтому можно стоять на другой стороне и стрелять по нему. А когда он прибегает к тебе, прыгать на другую сторону и также стрелять. Вот и все, как говорится, изи. Далее, спустя сотню диалогов, я пошел на шахты. Квест с отрядами не доставил проблем, ликвидировать их было легко. Далее еще парочка легких квестов по типу найти тайник. И квест с документами Зевкаса, где спавнятся мутанты. Сам квест тоже несложный, да и мутанты тут слабенькие. Далее опять тонна диалогов и бесящий квест с электроникой. Бесящий он потому, что мне было лень читать всякие руководства, и я тыкал на рандом. Но только в конце прочитал и понял, что каждый раз там были прямые ответы к этому квесту. В общем, далее мне нужно было найти труп, но я по незнанию где он несколько раз зашел в био, после чего уже нашел. Далее квест на части мутантов. Проблемой тут оказалась только кость, поэтому я купил ее на аукционе. А далее я, как обычно, скипал миллион диалогов и балдежника убили. Печалька. Наверное, его можно было спасти, но, если честно, похер. Нет, его убили. Я ему помогал, но его убили. Жаль пацана. И вот он, самый душный квест. Близнецы. Поначалу все вроде бы было неплохо. Я убивал NPC, пробежал болото, поискал осколки душ, потом на второй локации также без особых трудностей их нашел. Разве что когда уже вылазил на здание, NPC снизу больно дамажили, поэтому пришлось их всех убить. И вот началось самое душное. Два брата-дурачка. Я здесь умирал, умирал, умирал. И умирал, и умирал, и умирал, и умирал.
общей сложности было сделано более 400 попыток, а по времени их прохождение заняло около 6 часов. Поначалу я не знал, какой стратегии мне придерживаться, и начал убивать сначала снайпера. Но сколько бы я его не убивал, это все равно заканчивалось смертью. Я, конечно, понимал, что лучше всего сначала убить ближника, но не особо понимал, как мне танчить его урон, ведь патронов у меня не хватает. Как только я его нормально продамажу, он спавнит свои копии, которые просто меня добивают, так как у меня перезарядка. А убежать от них нереально из-за замедла. Потом я нашел неплохое место снизу, где можно хорошо отстреливать ближника. Но для этого сначала нужно было отправить снайпера наверх, и потом прыгнуть вот тут вниз. И дальше просто отстреливать ближника и его копии. И это тоже было проблематично. Проблема та же – недостаток патронов. Где на перезарядке я сразу умирал. Да и проблема еще была в том, что его копии могут заспавниться прямо рядом со мной и просто убить. Далее мне зрители подсказали, что можно залезть на шкаф справа в комнатке. И вроде бы место неплохое. Здесь можно отстреливать ближника, но проблемы, конечно же, были. Первое – это снайпер, который мешал. Его обязательно нужно было сначала отправить наверх, а то он приходил к шкафу, когда ты слазил. Но это не такая большая проблема. Самая большая проблема была в том, что ближники его копий спавнились иногда прям рядом. И когда он заходил внутрь комнаты, то просто убивал. А заходить он мог как спереди, так и сзади, со стороны снайпера. И проблема даже не в том, что он пойдет тем путем. Если бы это было так, то его можно было бы еще на подходе убить. Нет, проблема была в том, что они спавнились прямо за этой каморкой. И ты не видишь, есть он там или нет. Вроде чекаешь проходы, а потом он просто спавнится за комнатой и сразу бежит на тебя, где убивает за долю секунды, так как огромный урон вблизи. И дело в том, что на шкафу вечно сидеть невозможно, ведь когда ты на нем, ближник не будет сам к тебе идти. Его ИИ работает так, что он идет к тебе только тогда, когда физически может туда попасть. Поэтому, чтобы агрить его, нужно было постоянно слезать. А еще бывало так, как я и говорил раньше, то он заспавнится за этой комнатой и сразу прибежит и тебя убьет. Поэтому этот способ не показал должной эффективности. Потом я просто искал любой обуз, любой лаз, куда можно было спрятаться, под лестницей, под полом, на других шкафах и т.д. И ничего из этого не показало должной эффективности. Поэтому спустя где-то 3 часа я выключил стрим и послал нахуй эту игру. Передохнув несколько часов, я создал пост у себя в телеге, знал ли кто баги или обузы близнецов. И большинство там было таких, что я уже пробовал. Но был один способ, который меня заинтересовал. А именно лечь на ящике с расходниками. Тот, что самый левый. Я лег. И да, действительно NPC по мне меньше попадали, и я их убивал. Но проблема была та же. Нужно было слазить и агрить близняшек, чтобы они бежали к тебе. Очень сильно мешал снайпер. Поэтому его нужно было ликвидировать первым, и потом бежать на баг. Но тут тоже была проблема не только в агре, а и в том, что NPC выходили иногда прямо с комнаты слева, где в упоре, считай, убивали за считанные секунды. Потом я начал искать другой ящик с патронами, и нашел его. Это был центральный. Побыв на нем, я впервые почувствовал то, что я смогу пройти. Кстати, у меня был момент, где я уже почти прошел и убил 2 духов, поэтому оставалось убить лишь несколько копий снайперов, и как вы думаете, что? Меня добила копия, когда я уже убил боссов. Я, конечно, от этого тильтанул. Блять, серьезно? Кстати, совет леча работает на любом блоке, хоть прямо на полу, я проверял. Суть ящика с патронами была в том, что NPC не шли к тебе сами. Нужно было слазить и стоять рядом с блоками, чтобы их агрить. Конечно, у меня даже с этим обузом ушло много времени для того, чтобы все сложилось как надо. Так как тут тоже есть проблемы. Первая — это снайпер, которого нужно было отправить наверх. Вторая проблема в том, что ближник выходил с левой стороны иногда и быстро убивал, так как расстояние близкое. И еще проблема была в том, что когда его убиваешь, он может со своей пачкой заспавниться рядом. И когда у тебя как раз будет перезарядка, он просто тебя убьет. В общем, много факторов рандома должно было совпасть, чтобы можно было пройти. Сейчас я покажу финальную попытку, при которой я победил, и расскажу, что я делал и почему. Первым делом я сразу побежал убивать снайпера. Далее побежал в обход. И лег на снарягу.
после чего начал ждать. Но так как он долго не приходил, решил поубивать снайперов, чтобы не мешали. И конечно же в этот момент он прибегает ко мне, и я его убиваю. И дальше убиваю снайперов. Далее вылез на этот блок и агрил несколько ближников, и убивал их с блока на снаряге. Потом я спрыгивал с блока и понемногу агрил таким образом босса к себе. Когда я понял, что я его убил и он больше не спавнился, я решил разобраться со снайперами и увидел забаганного духа. Да, иногда они багают, а иногда бежать на тебя. В общем, убив его и всех снайперов, второй дух почему-то не заспавнился и я победил. Ну опять баги. О да, наконец эти уёбки повержены. Спустя 6 часов. Охуенно. В общем, по крайней мере эта стратегия показала лучший результат со всех, которые я пробовал. Да, забыл уточнить, я несколько раз переигрывал полностью этот квест. И мне все эти осколки приходилось искать заново. Так было 3 раза. Когда я менял сборку и когда заебывался. Следующий квест, который я долго выполнял, был на шевроны. То есть зачистить 7 лагерей наймов. Вроде не проблема, но по факту казалось куда сложнее, чем казалось. И дело не в сложности убийства NPC, а в врагах, которые бегали чуть ли не везде. Я где-то час это проходил. Также было и со следующим квестом, где нужно было захватить всего-то один аванпост. Но как назло, в это время аванпостов штук 6 или 7 подряд были полностью под врагами. А я в дождевике вряд ли в соло что-то сделаю против 9 наймов. Так что еще час я просто искал союзный аванпост. И как же я заебался на этих двух квестах. Они при нормальных условиях не должны занять более чем 30 минут. Но мне просто не повезло. А, ну вот и все. Да, захватывались. Спасибо, Зив. Спустя час я захватил аж один аванпост. Следующий квест был на еще одну зачистку базы и расстановку мин. Я умер здесь всего пару раз и достаточно быстро прошел. Далее были разные квесты на кузне, по сути добежать до места и что-то сделать. Квесты несложные, единственное, что сильно напрягало, это псишка, которая меня грызла. В общем, далее зачистил 3 спота азивкасовцев и наконец-то почти финал. Нужно было зачистить последнюю базу, и можно было идти в центр кузни к хозяину. Эта база не сказать, что была сложная, пришлось, конечно, несколько раз умереть, но в основном тут просто убивал всех по одному, а союзники бесполезно, как всегда, ничего не сделали. После зачистки базы финалочка. Тут пришлось несколько раз полностью переигрывать, так как, допустим, вот первый баг. Я спавнюсь, и меня в секунде же убивают. Поэтому нужно было начинать заново. Второй раз такой проблемы не было, но была другая. А именно вот этот момент. Здесь есть вот эти 2 NPC, которые убивают также за секунду. И они жирные. А мои союзники их не танчат. И не переагривают. Поэтому пришлось много раз умирать, и в конце концов пришлось начинать заново. Но только в этот раз я взял сюжетную снопу, с которой было намного легче. Далее я просто убивал NPC, когда они были на перезарядке, и двигался дальше. Момент на лестнице тоже был забавным. Союзники бездари ничего не делают и только мешают, из-за чего я умираю. Спустя некоторое время я продвинулся дальше и дальше и дальше. В общем, вот и хозяин. Добегался, парень. Проходил я его всего-то около 2 часов, и он был намного легче, чем близнецы. Я пробовал много багов, фишек и залазов. Вот, к примеру, центральный стол. Залазишь под него, и босс тебя не дамажит. Разве что гранатами убьет. И это, кстати, одна из причин, почему я его не использовал. Ибо гранаты ваншотают, а сбежать попросту не успеваешь. И там я еще, конечно, много раз умирал, когда проверял разные способы и тактики.
И самым лучшим для меня вариантом было бежать и залазить вот сюда. Не знаю, как это называется. Но залазил только на это, что вот такое, как сейчас. Ибо то, что с другой стороны, плохо подходит. Я залезаю сюда и флешу босса. Теперь все кончено. Пора с тобой заканчивать. После чего бегу в центр под этот стол. И также флешу его и убегаю на первое место. И так все время, то туда, то сюда. Кстати, я заметил, что спустя много попыток, босс как будто бы на нейронке, и он начал вот сюда залазить. Хоть раньше он вообще никак не мог из этого сделать. А потом каждый раз сюда залазил. В общем, еще было два напряженных момента. Это на 50% и на 25% его хп, так как нужно было попасть в тайминг. Если все это получалось, то поздравляю, вы почти прошли. Был у меня момент, где у босса оставалось 0% хп, и он меня убил. Мать его ебал. Но я не сдался и дальше делал все по своей стратегии, где в итоге я победил. А вот как это выглядело в ускоренном варианте. Технически таким способом можно убить босса в любой снаряге и с любым оружием, хоть с пистолетом на 1 урон. Все дело только в длительности этого забега. Но многогран тут, конечно, обязателен, ибо он шотает с лазера слабую броню. Вот такой челлендж у меня получился. Сделать я его хотел давно, еще когда сделал прохождение сюжета с ножом, да вот руки просто не доходили. Если тебе понравилось и ты хочешь видеть больше моих страданий, то ставь лайк и пиши в комментариях, что ты хочешь этого продолжения. На весь этот челлендж с дождевиком у меня ушло 19 часов страдания. Самый сложный момент для меня это был с близнецами. Все остальное, даже хозяин зоны, был не настолько жестким. Я даже думал, что на близнецах придется забросить эту идею, если не пройду. Но в любом случае это было познавательно. Хочу напомнить, что у нас появился свой Discord сервер, где ты можешь найти себе тиммейта, торговать или просто пообщаться и узнать актуальные новости. Так что если интересно, то залетай. Еще хочу сказать, что такие челленджи я стримлю на Твиче. Еще у меня есть телеграм-канал с новостями и розыгрышами. И бусти с Патреоном. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то можешь поставить лайк и подписаться. Пока. Да, сука, тварь ебаная, блядь.